Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Этим летом проходит важное событие в мире спорта — чемпионат мира по футболу. И, как известно, футбол является самым популярным видом спорта, поэтому мы не смогли пройти мимо этой темы, как мы не старались и как мы не пытались. Сегодня мы выучим, точнее, вы выучите несколько полезных фраз для обсуждения спорта в целом и футбола в частности, а также поговорим сегодня на разные философские темы. Думаю, как всегда. Мгм. Да, первое слово — это слово «матч». Матч — это одна конкретная игра. Может быть футбольный матч, баскетбольный матч, хоккейный матч, разные матчи. И в матче принимают участие команды. Команда — это группа людей, которая играет вместе. Теперь поговорим о ходе игры. Полезные слова здесь: выиграть и проиграть. Выиграть, проиграть матч или игру. Выиграть значит стать чемпионом, а проиграть, наоборот, получить плохой результат в игре. Еще можно сказать вести в счете. Это значит быть лидером в счете. И, кстати, счет — это количество голов, если мы говорим о футболе, количество голов каждой команды. Например, счет 3-0. Мгм. Иногда счет бывает одинаковым — 0-0, 1-1. Тогда полезная фраза — это «матч закончился ничьей» или «команды сыграли в ничью», «ничья». И также в этом контексте можно сказать «пропустить гол». Это когда голкипер или вратарь не поймал мяч, и мяч улетел в ворота. Но, конечно, не только вратарь пропускает мяч, также защитники, полузащитники, нападающие тоже могут пропустить мяч, пропустить гол. Как вы понимаете, это все роли игроков в футбольной команде. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать свой русский регулярно, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Итак, отойдем немного от футбола тоже к другому спорту. Хоккеисты играют на ледовой арене, теннисисты играют на теннисном корте, баскетболисты играют на баскетбольной площадке, а футболисты играют на стадионе или на футбольном поле. Также, помимо игроков, то есть кроме игроков, на поле всегда присутствует судья или судьи, обычно их много, которые контролируют ход игры. Судья может показать желтую карточку или красную карточку и также назначить штрафной удар или пенальти. Ну и, конечно, кроме игроков, кроме судей, на стадионе также присутствует аудитория. И аудитория в спорте называется болельщики. Болельщики — это люди, которые поддерживают какую-то команду. И так поддерживать называется болеть за. Например, я болею за команду Арсенал, например. И есть интересный факт. А, в России на стадионе очень популярна кричалка «Судью намыло». Болельщики кричат это, когда считают, что судья плохо выполняет свою работу и судит матч как-то несправедливо. И говорят, что такая кричалка появилась еще во времена Сталина, и потом она стала популярной после одного советского фильма. Но ее основа, ее начало происходит от не очень хорошего факта. Дело в том, что раньше лошадей, которые больше были не нужны, отправляли на специальную фабрику для изготовления мыла.
То есть из их жира делали мыло. И говорят, но это только теория, что судью на мыло — это тоже как бы призыв поймать этого плохого судью и отправить его на мыло, как ненужного и плохого работника. Но это только теория. Да. За кого ты болеешь на чемпионате мира по футболу? Я не могу сказать, что я прям болею за какую-то сборную. Как я уже говорила в одном из наших прошлых выпусков, мне нравится футбол из-за атмосферы. То есть мне нравится, не знаю, в хорошей компании есть вкусную еду, что-то обсуждать и иногда смотреть на экран. И, как правило, я болею не за конкретную команду, не за конкретную сборную, а за игроков, которые мне нравятся. И так как Бундеслига мне нравится больше всего, и это немецкий футбол, обычно на чемпионатах я поддерживаю сборную Германии. А Мгм. ты? Я вообще ни за кого не болею. Да, ну, потому что Россия не участвует в М. чемпионате мира. Ну, если честно, и даже если бы она участвовала, я бы все равно ни за кого не болела, потому что, как я и говорила раньше, мне футбол не интересен, и я очень далека от этого вида спорта, поэтому как-то не хочется ни за кого болеть. Ну вот, кстати, давай и обсудим тот факт, что Россия не участвует в международных соревнованиях уже много времени. Некоторые люди считают, что спорт должен быть вне политики. А ты как считаешь? Но я думаю, что нам уже пора привыкнуть к тому, что мир не идеальный и несправедливый тоже. И если бы мы сейчас не обсуждали дисквалификацию России из международных соревнований, мы бы обсуждали дисквалификацию другой страны, потому что политика всегда была везде, в каждой сфере, где есть какие-то международные отношения. И не знаю, я просто уже даже никак не выражаю свое мнение, никак не формулирую его даже для себя лично, потому что я просто смирилась с этим фактом, что это вот так сегодня. И просто хочется, чтобы люди оставались людьми, несмотря на какие-то, не знаю, политические игры. И что думаешь ты? Да, я в принципе согласна. В идеальном мире, конечно, было бы классно, если бы спорт был вне политики, но я думаю, что в наше время мы уже четко понимаем, что политика влияет абсолютно на все сферы нашей жизни, и спорт это не исключение. Ам, Конечно, мне очень жаль всех спортсменов, которые из-за этой ситуации не смогли поучаствовать в Олимпийских играх, например, хотя Мгм. часто это бывает просто единственная возможность в жизни. Это огромная трагедия, по моему мнению. Ну и могу только сказать, что лично мой интерес к профессиональному спорту точно снизился из-за неучастия, из-за дисквалификации России. Видимо, для меня вот эта вот патриотическая нотка, когда ты болеешь за свою сборную, она важна для интереса к спорту. Вот. Эм, ну и сейчас, конечно, в связи с чемпионатом мира, очень много в интернете видео о чемпионате мира в России в 2018 году. Где ты была в это время и чем ты занималась? Боже мой, у меня даже мурашки пробежали от этого. Мгм. Да, 2018 год — это год, когда я только переехала в Москву, и это было мое первое лето в этом городе. И я помню, как я искала работу, и я просматривала вакансии, и было много вариантов в проектной работе на чемпионате мира.
Но, как ты знаешь, это, это подработка или даже это волонтерство. И мне такой вариант, к сожалению, не подходил. Поэтому просто на работе, я тогда работала в офисе, и после работы мы смотрели матчи, мы также ездили на фан-зоны и просто наслаждались этой атмосферой в городе, на главных улицах Москвы. Это было вообще что-то невероятное. И финал чемпионата мира по футболу 2018 года, он был на мой день рождения, 15 июля. Да, и поэтому, конечно, мы смотрели финал, и мы были в баре, и там был большой экран, и тоже вот такая та атмосфера, когда сейчас решится, кто будет чемпионом, и потом это награждение. А награждение — это всегда такой момент, когда одновременно ты видишь, как люди радуются, и как люди грустят, и ты думаешь, да, понятно, упустили первое место, но все-таки у них есть второе место и так далее. Не знаю, я помню все отлично, хотя это было уже очень давно, просто потому что это очень-очень яркие впечатления, и, если честно, я рада, что моя память решила их сохранить. Какие у тебя, не знаю, воспоминания об этом времени? Да, конечно, прекрасно понимаю, что у тебя были яркие впечатления, потому что, мне кажется, они были у большинства россиян. Это была невероятная атмосфера на улицах, и, наверное, было классно, особенно то, что это было не только в столице, но и в Да. других городах. То есть этот праздник пришел и в регионы, и это бывает нечасто, поэтому было особенное время. У меня в жизни тоже были перемены, потому что я закончила бакалавриат, я поступала в магистратуру, и я-то вот как раз занялась этой проектной работой, Мгм. потому что мне удалось получить подработку, и я работала на стенде одного из спонсоров чемпионата мира на территории стадиона, и моя работа была помогать разным болельщикам из разных стран, когда они хотели использовать какие-то игры и развлечения, которые подготовил спонсор для них. Ну и, Мгм. конечно, это было классно. Я могла потренировать английский, был классный коллектив, и вот эта атмосфера праздника вокруг. Ну и платили тоже очень хорошо, поэтому я была довольна. Класс. Да. И здесь я бы еще хотела поделиться своим мнением по поводу волонтерства. Ты тоже его Мгм. упомянула. В 2016 году в Петербурге еще был чемпионат мира по хоккею, и там я работала волонтером. Я работала в отеле, помогала командам Германии и Венгрии, и все было супер, мне все очень понравилось. Я рада, что у меня был этот опыт в жизни. Но я поняла, что все-таки я против волонтерства на таких мероприятиях. Почему? Дело в том, что я считаю, что такая большая организация, как, не знаю, FIFA, например, или все спонсоры, которые тратят так много денег на это, они могут себе позволить заплатить, ну, хотя бы немножко денег каждому участнику, который привносит свой вклад в это дело. И мне кажется, что вот найм или работа волонтеров — это просто эксплуатация на вот этой идее благородной волонтерства. Вот эти организации, корпорации, они просто используют эту идею. Ну, может быть, это спорное мнение, не знаю. Но да, я согласна. Сейчас, я думаю, когда мы немного взрослее, мы особенно понимаем, что любой труд, он должен оплачиваться. Да, но это именно эксплуатация энтузиазма, когда у тебя Мгм. есть этот энтузиазм, этот интерес. И я думаю, понятно, что почему волонтерством занимаются обычно студенты или, не знаю, первый год после университета. Это все понятно. Ну да, наверное, я с тобой больше здесь согласна, чем не согласна. Мгм. Да, хорошо. Давай вернемся к обсуждению чемпионата мира по футболу. Мгм. Ты Мгм. слышала какие-нибудь скандальные новости об этом чемпионате и его организации?
Я понимаю, почему ты спрашиваешь, потому что кажется, что скандальных новостей действительно много. Ну, я думаю, любой чемпионат, чемпионат мира, чемпионат Европы, Африки, Мгм. проходит с какими-то скандалами, но здесь как будто бы их больше, чем обычно. И я слышала о том, что лучшего арбитра, лучшего судью Африки не пустили на территорию Соединенных Штатов. Просто таможенная служба сказала ему нет, хотя у него была аккредитация, то есть такого вообще, ну, не может быть, это сложно представить, это абсурд, и теперь он не участвует. Хотя для молодого арбитра это действительно большое событие. Это не как для нас просто включить матч и есть пиццу, да, и очень-очень обидно за молодого человека. И также я видела моменты с интервью, была пресс-конференция, и на пресс-конференции журналист задавал вопросы на испанском, и он задавал их игроку, который знает испанский, то есть который мог ответить на испанском, но один из организаторов сказал: нет-нет-нет, здесь мы используем только английский язык. И для меня это тоже звучит абсурдно, потому что это, извините, чемпионат мира по футболу. Вы не можете сказать, что как бы у нас есть только один язык, да, в мире. У нас много языков, тем более испанский распространенный язык, и, по-моему, просто на такие случаи должен быть переводчик для тех, кому он нужен, и все. Это не какой-то очень маленький язык, который знает два человека, да, в конце-то концов. Так что, мне кажется, это вообще какой-то абсолютный бред, и очень было грустно видеть это видео. Мгм. Да, согласна. Последняя новость, которую я видела такого скандального характера, была скорее не про организацию чемпионата мира, а про тот факт, что многие болельщики из Мгм. Европы и из других стран, которые приехали в США, отказываются оставлять чаевые в ресторанах, и из-за этого владельцы недовольны. И в результате они повышают цены, на еду в ресторанах и кафе. И вот с одной стороны, я думаю, что все таки в Тулу со своим самоваром не ездят. Это фраза, Мгм. которую мы используем, чтобы показать, что нельзя приносить свою культуру в место, в которое ты приехал. А с другой стороны, я, конечно, могу представить, как тяжело бывает, отдать 20% чаевых за еду, которая уже была недешёвой. Ну, это, я думаю, вечная тема про чаевые в США, потому что, ну, действительно, иногда это доходит до каких-то вообще абсурдных Мгм. ситуаций, когда ты должен платить чаевые, когда человек просто поставил стаканчик в кофемашину и дал тебе этот стаканчик, Да. и с тебя просят 20%. Ну, камон, Мгм, ребят, мгм. что это? Да. Но это ваша страна, ваши правила, делайте, что хотите. Мгм. Мы тут просто подкаст записываем. Да. Вопрос недели. А вы смотрите чемпионат мира по футболу? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока! Пока-пока.